Протесты в Иране, похоже, входят в интенсивную фазу. Это понятно хотя бы потому, что власти начали блокировать интернет, максимально отрезая страну от внешнего мира. Доходит даже до подавления Старлинка, даже телефонную связь блокируют. Новости приходят с опозданием, но уже известно, что волнения идут по всей стране. В 15 провинциях удалось насчитать 60 протестных акций. Власти Ирана радикально сменили риторику. Называют протестующих не бунтовщиками, а террористами. В борьбе с террористами нужны совсем другие средства. Впервые сообщается о привлечении к подавлению протестов сил армии Ирана. В итоге в столкновениях с провластными силами гибнут сотни или тысячи людей. Оценки числа жертв очень разные. По самой консервативной, лишь в Тегеране и Реште погибли 110 человек. Одна из правозащитных организаций иранских заявляет, что подтвержденных жертв по всей стране уже 544, а арестованных и брошенных в тюрьму более 10,5 тысяч. Но мягкую, насколько это вообще уместно, силу власти Ирана тоже пытаются применить. Призывают граждан выходить на протест против протеста, чтобы осудить террористические акты американо-сионистских агентов. Как планируется отличать одних протестующих от других, не уточняют. Пока сложно сказать, есть ли у протестующих против режима Аятолл шанс этот режим скинуть. Или нынешняя волна снова будет подавлена, как уже много раз было. Но мы уже видим одно серьезное изменение. На протестах все чаще звучит имя Резы Пехлеви, сына последнего, свергнутого исламской революции Шаха Ирана. Вот протестующие скандируют: «Это последняя битва, Пехлеви вернется!» Вот еще несколько месяцев назад иранский военный внутри самого Ирана записывает видео с родовым гербом династии Пехлеви и призывает скинуть режим. А вот молодые иранцы в эмиграции встречают Резу Пехлеви возле британского парламента возгласами «Да здравствует Шах!». Так 65-летний Реза Пехлеви, видимо, становится символом иранского протеста, фигурой, которая объединяет людей разных взглядов. Но, по большому счету, с какой стороны ни посмотри, происходит нечто необычное. Во-первых, казалось бы, топить за наследника свергнутого монарха значит поддерживать реставрацию монархии. Не такая уж очевидная идея для 21 века. Монархии вышли из моды лет эдак 100 назад. Сохранились в крайне скромном количестве, да и то в качестве украшения. А когда речь идет о восстании против несменяемого лидера, люди обычно хотят выборов, демократии и регулярной ротации во власти, а не монархии. Во-вторых, до нынешних протестов Шахзаде, то есть наследник Шаха, принц Персии, его никто особо не вспоминал вовсе. Большинство иранцев монархизмом не страдали. С портретами принца по улицам Тегерана не ходили и имя его не выкрикивали. Реза Пехлеви даже в новости почти не попадал. Жил своей частной, тихой жизнью где-то под Вашингтоном. Имел сторонников, это да, но противников у него было еще больше. Давайте сегодня обсудим эту метаморфозу. Разберемся, что изменилось сейчас, почему лицом протеста стал этот персонаж из прошлой жизни Ирана и кто он вообще такой. Но сначала напомню, в описании собраны способы, как вернуть себе нормальный интернет в России. Среди них есть и платный Shiva VPN с круглосуточной поддержкой и серверами в десятках стран. Он спонсор этой рубрики сейчас. В соцсетях пользователи обычно транслируют две точки зрения на иранскую монархию. На то, какой она была до исламской революции. Либо посмотрите на иранских женщин без хиджабов. Это потому, что Шах был просвещенный и образованный. При нем Иран был нормальной светской страной с мирной внешней политикой. Даже с Израилем дружеские отношения поддерживал. Либо, другой вариант. А вы знаете, какой праздник был в Иране, когда Шах бежал из страны? При нем система госуправления была коррумпированной, крестьяне нищали, а политическую оппозицию Шах запрещал, сажал, пытал и убивал. И, что самое интересное, обе точки зрения более-менее соответствуют действительности. Последний Шах-эн-Шах, царь из царей Ирана, правил страной 38 лет, боролся с бедностью, проводил реформы, привлекал инвестиции, запустил рост промышленности. Но в итоге добился чудовищного неравенства, установил режим, державшийся на репрессиях, радикализовал оппозицию и, в конце концов, не сумел ничего противопоставить массовым протестам. Довел народ до восстания, и тогда власть взял оппозиционный духовный лидер Рухулла Хомейни.
На этом светская история и ориентация на Запад для Ирана закончилась. На смену монархии пришел еще более жестокий, идеологически заряженный режим. Старшему сыну Шаха, Резе Пехлеви, тогда было всего 18 лет, и находился он в Соединенных Штатах. Его растили как наследника престола, причем уже было понятно, что трон перейдет к нему рано. У Шаха была лимфома, которую в те времена лечить особо не умели. Поэтому молодого человека скорейшими темпами готовили к принятию власти. И, окончив школу, тот поступил в воздушные войска Ирана младшим офицером, а потом уехал в США учиться на летчика. Примерно таким был обычный карьерный трек для молодых людей из европейских королевских семей. Так что императорская семья Ирана сделала все как в Европе. Там же, в США, Реза Пехлеви узнал, что отец сбежал из страны. 1,5 года спустя Шах умер в Египте от осложнений лимфомы. Сейчас здесь быстро прервемся на небольшую рекламу. Посмотрите, пожалуйста, и быстро продолжим. Одно из неприятнейших свойств нашей памяти – забывать информацию, которую мы не используем. Мы забываем имена и лица родственников, с которыми давно не связывались, забываем базовые знания из школьной программы, мы даже можем начать забывать родной язык, если долго им не пользуемся. Что уж говорить о языке иностранном. Его мало выучить, его нужно постоянно поддерживать и желательно говорить на нем. Иначе ваш активный словарный запас запросто сдуется за год-два, особенно если вы учите еще один язык. Поддерживать уровень вашего иностранного языка, а заодно прокачать грамотность устной речи вам поможет бот Чатти. Искусственный интеллект не будет вас осуждать, он просто подскажет, как сформулировать получше и объяснит почему. Начать заниматься легко, просто добавьте себе бота и запишите голосовое сообщение. Общение идет именно в таком формате, но можно и текстом писать, если голосом неудобно. И в том, и в другом случае Чатти не только вас поправит, но и даст осмысленный ответ. Так вы сможете практиковать и аудирование. Давайте попробуем. Сейчас вот на нашем операторе испытаем. Hi Chatty, how to say in English that I wanna finish recording of this video faster and go home to sleep in a formal way? You could say, I'd like to finish recording this video as soon as possible so I can go home and get some sleep. For a slightly more formal tone, I would like to conclude the recording promptly so I may return home and rest. Which fits your situation better? Which fits your situation better? I really wanna finish this video as soon as possible and go home to sleep. Thank you, Chatty. Пользоваться очень удобно и просто, как видите. Удобно, потому что прямо в Телеграме вы можете общаться с ботом как со знакомым между делом, обсуждать кино, политику, музыку или работу. Генерируются ответы быстрее, чем их записал бы реальный человек, поэтому создается ощущение живого диалога, без пауз, которые обычно бывают при общении голосовыми. Кстати, доступен у Чатти не только английский, но и немецкий, французский, испанский, японский и другие языки. У каждого есть свой отдельный бот. Попробуйте бесплатно по ссылке в описании или воспользуйтесь этим QR-кодом. Надеюсь, вы не перематывали рекламу. Продолжаем. Иллюзия, что власть аятолл в Иране долго не продержится и шанс на восстановление монархии есть, довольно долго держалась и среди роялистов, сторонников Шаха, и в самой императорской семье. После смерти Шаха его жена, императрица, объявила себя регентом. Да, формально править было уже нечем, но можно было сохранить символическую преемственность. По закону, действовавшему до революции, наследник стал бы шахом в 20 лет. Продолжая традицию, через 3 месяца, в день своего 20-летия, Реза Пехлеви, находясь в Египте, публично объявил, что становится новым шахом. Для него даже выделили время на египетском телевидении и радио. Впрочем, это был всего лишь ритуал, который, естественно, не сработал. Никакой власти он не получил, а просто выступил по телеку в некогда дружественной Ирану стране. Тогда Реза Пехлеви ставил своей целью восстановить историческую справедливость, реставрировать монархию и все в этом духе. В общем, вернем все взад. Кроме как у немногочисленных монархистов, идея эта популярной не была. Предыдущего шаха свергли не просто так. Так что на объявлении о том, что король умер, да здравствует король, то есть шах умер, да здравствует шах, королевские обязанности Резы Пехлеви и завершились. Началась жизнь в эмиграции, с мыслью, что все это, дескать, не навсегда. Однажды обстоятельства изменятся, и мы вернемся. И обстоятельства, правда, менялись. Случалась кровавая Ирано-Иракская война,
Страны Запада, в основном США, вводили, отменяли и снова вводили санкции. Умер главный аятолла и сменился на другого. Иранская ядерная программа стала одной из мировых угроз. Экономическое положение внутри страны в целом ухудшалось почти все время существования Исламской Республики, а временами ухудшалось радикально. Но ничего из этого не смогло пошатнуть позиции режима аятолл в стране. Шансов на возвращение так и не появилось. Поначалу Реза Пехлеви, очевидно не представлявший жизнь без Ирана, пытался и с новой властью хоть как-то договориться. Известно, что во время Ирано-Иракской войны он предлагал командованию свою помощь как военного летчика. Те отказались. Но со временем связь с Ираном стала скорее символической, чем реальной. Пехлеви оставался важной фигурой для иранских монархистов в изгнании, но даже признанным лидером мнений в оппозиции не стал. Он постепенно обживался в Соединенных Штатах в эмиграции, получил степень бакалавра политологии, женился на иранке, обзавелся детьми, у него родились 3 дочери. И за годы изгнания изменились его публичные взгляды. В интервью он не раз говорил, что я, мол, сторонник светской демократии, отделения религии от государства, и при этом убежден, что большая часть людей в самом Иране мои взгляды разделяют, просто не могут их публично выражать. Сегодня в Иране борьба ведется не между умеренным и радикальным лагерями, а между силами государственного деспотизма и нацией, которая требует демократии, отвергает воинствующий фундаментализм и религиозное господство, а также отрицает концепцию верховного лидера, правящего другими по божественному закону. В общем, идея, которую наследник Шаха несет в массы уже больше 20 лет, давайте скинем аятолл, а потом устроим выборы и разберемся. Республика, монархия, левые, правые, либералы, лишь бы только не фундаменталисты. Моя цель – достичь того этапа, когда иранский народ сможет принять участие в национальном референдуме, проголосовать по совести и выбрать свое будущее. Этот день, когда иранцы пойдут на избирательные участки, станет концом моей миссии в жизни. Что они захотят делать после этого, полностью зависит от них, и я готов служить им в любом качестве, которое они сочтут нужным. Все это время Пехлеви жил в США, сначала в Лос-Анджелесе, потом недалеко от Вашингтона, временами давал интервью и комментарии, особенно когда в Иране снова разгорались протесты. И иногда речь даже заходила о том, что именно наследник Шаха может стать объединяющей фигурой. Да, этот раз не первый. Но, возможно, именно сейчас, спустя 45 лет, Реза Пехлеви и в самом деле сможет что-то изменить в истории своей страны. На волне интереса к его фигуре, особенно интереса со стороны протестующих, Пехлеви начал призывать к смене режима, но без военного вмешательства других стран. Призывал оппозицию к объединению, людей внутри страны выходить на улицы и устраивать забастовки. И вот буквально на днях предложил главе Ирана аятолле Али Хаменеи провести остаток жизни в России вместе с Асадом. Чтобы разобраться, почему Резе Пехлеви удалось стать важной для протеста фигурой, следует пристальнее взглянуть на то, как устроена иранская оппозиция. Если коротко, то никак. Быть против власти духовных лидеров в Иране буквально запрещено. Как в России, только могут повесить прямо на площади. Поэтому говорить мы в основном будем про иранскую оппозицию за рубежом, предполагая, что она в той или иной степени слепок с иранского общества. Но это не точно. Иранская оппозиция за рубежом совершенно особое явление в истории политических движений. Если представить, что белая эмиграция существовала во времена интернета и соцсетей, она могла бы быть чем-то похожа. Оппозиция в изгнании огромная и раздробленная, уже десятилетия ждет падения режима и не расходится. Крупная иранская диаспора начала формироваться сразу после Исламской революции. За 79-е и начало 80-х из-за исламизации страны и войны с Ираком уехали от 5 до 6% всего населения Ирана, 2 миллиона из 34. Исход продолжался и дальше. Каждая волна протестов в конце 90-х, в нулевых и в десятых выдавливала из страны тех, кто не мог адаптироваться к режиму. Уезжали прежние элиты, интеллектуалы, национальные и религиозные меньшинства и просто те, кто хотел жить без религиозного диктата и желательно не в нищете. Уезжали коммунисты, которых сажали и при шахе, и даже сторонники Исламской Республики, не договорившиеся с властью по каким-то религиозным вопросам. У покидавших страну представление о том, каким будет будущее Ирана, было разным. У всех друг к другу куча претензий. Многие обвиняли друг друга в работе, конечно, на спецслужбы и на корпус стражи Исламской революции.
А еще в том, что тратят время на разборки между собой вместо того, чтобы бороться с аятоллой, с властью аятолл. А еще в том, что оторвались от внутренней жизни Ирана и уже вообще не понимают, чем народ живет. У всех были свои мнения по важным вопросам. Ядерная программа Ирана — это хорошо или нет? Военное вмешательство США и Израиля, ослабившее режим, но вызвавшее потери среди гражданских — это нормально или как? А еще накопились вопросы по будущему устройству страны. Что делать-то, когда режим падет? Национальные меньшинства хотят автономии и федерализации. Сторонники централизации возражают: хотите страну развалить? А что делать с теми, кто сейчас работает на режим? Учитывая, сколько народу от режима пострадало, прошло тюрьмы и погибло, одни считают, что поблажек ксировцам быть не должно, пока другие призывают к национальному примирению, говоря, что такой подход капитуляцию режима только приблизит. А еще постоянный вопрос: участвовать ли в выборах, которые проходят в Иране, или бойкотировать их? А выборы там проходят вполне реальные, поболее настоящие, чем у нас. Вся эта дискуссия усугубляется тем, что из-за границы можно только высказывать мнение, а сделать что-то с режимом нельзя. И так продолжается без месяца 46 лет. Сын последнего шаха в этой мешанине не особо влиятелен и не особо популярен. Для кого-то слишком радикальный, для кого-то чересчур компромиссный, кому-то не патриот, другим вообще агент США или наоборот иранских спецслужб. Если есть у оппозиции хоть какая-то объединяющая фигура, то это не Реза Пехлеви. С ним во взглядах хотя бы в паре вопросов расходятся почти все. По-настоящему объединяет оппозицию только аятолла Али Хаменеи. Его все ненавидят. Иранский режим, между тем, уже полвека выживает в ситуации санкций и постоянных протестов. И за это время научился справляться с оппозицией на раз-два. Достаточно не допускать возникновения никаких структур и никаких лидеров. Внутри страны эту задачу решали репрессиями, в том числе казнями. Снаружи — давлением через родственников, оставшихся в Иране, и прямыми политическими убийствами. За время существования режима иранские спецслужбы за границей убили более 300 иранских оппозиционеров. Словом, политическое поле Ирана зачищено давно и под корень. И на этом поле, раздираемом внутренними противоречиями, придавленном страхом перед государственным насилием, фактически не может появиться новая политическая фигура. Но осталась старая, пожилой наследник давно позабытого шаха, к которому у большинства есть вопросики. У кого-то насчет его позиции по ядерке. Пехлеви считает, что Ирану следует закрыть ядерную программу. У других насчет визита в Израиль. 3 года назад Пехлеви приехал на мероприятие в память о Холокосте. У третьих за его прежние идеи реставрации монархии и вообще статус Шахзаде, принца Персии. У четвертых за связь с США и осторожное одобрение ударов по ядерным объектам. В любой нормальной ситуации этот дедушка никак не мог бы стать лидером протестов. В нормальной ситуации лидер появился бы в конкурентной среде и внутри страны, да и наверняка не один. Но когда власть загоняет общество в тупик, когда не оставляет ему никакого выхода, когда надежда на перемены требует хоть какого-то знамени и символа, а вокруг выжженное поле и подходящих точек приложения нет, тогда начинает годиться и неподходящее. Становится неважно, кто этот человек, способен ли он стать символом, что у него за взгляды и совпадают ли они во всей полноте со взглядами протестующих. Он станет местом объединения, рычагом, к которому будут приложены усилия миллионов. В этом смысле Реза Пехлеви не просто символ протеста, но и симптом. Признак того, что протест дошел до той стадии, когда ищет не лидера, а инструмент. И, возможно, Реза Пехлеви таким инструментом как раз и станет. Но надо отдать ему должное. Да, Реза Пехлеви попал в особые обстоятельства, в которых ему выпала конкретная и очень важная роль – стать объединяющим и поддерживающим символом в критический для страны момент. Пехлеви тут оказался вполне компетентен. Он не просто нацепил на себя статус названного лидера, но взял ответственность. Налаживает диалог с иностранными правительствами, ходит в СМИ и обращается к своему народу. Всеми способами, которыми только может достучаться. Посмотрим давайте одно из таких обращений. Буквально вот вчера вышло. Но кто знает, может быть, именно оно станет в итоге историческим. До завтра. ملت عزیز ایران، هموطنان شجاعم، شما در 2 هفته گذشته به ویژه در 4 روز اخیر با تظاهرات میلیونی
پایه‌های رژیم نامشروع جمهوری اسلامی را به لرزه درآورده اید. اینک با اتکا به پاسخ میلیونی شما به فراخوان‌های روزهای گذشته و با مشروعیت و مقبولیتی که از شما دریافت کرده‌ام، مرحله دیگری از خیزش ملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و بازپسگیری ایران عزیز را اعلام می‌کنم. 1. در داخل ایران علاوه بر تسخیر و حفظ خیابان‌های مرکزی شهرها، تمام نهادها و دستگاه‌هایی که مسئول تبلیغات دروغین رژیم و قطع ارتباطات هستند، اهداف مشروع به حساب می‌آیند. کارکنان دستگاه‌های دولتی و نیروهای مسلح و انتظامی فرصت دارند به مردم بپیوندند و یاور ملت باشند، یا اینکه همدستی با قاتلان ملت را انتخاب کنند و ننگ و نفرین ابدی ملت را برای خود بخرند. 2. در خارج از ایران تمامی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران متعلق به ملت ایران است و زمان آن رسیده که به جای پرچم ننگین جمهوری اسلامی با پرچم ملی ایران مزین شود. ما در آستانه بازپسگیری ایران عزیز از جمهوری اسلامی هستیم. خامنه‌ای و رژیمش چندین ضربه سنگین از شما خورده‌اند و نباید به آنها مهلت تنفس دوباره بدهیم. رژیم با کمبود جدی نیروی سرکوب روبروست و افزایش تیراندازی به سوی مردم نه از سر اقتدار، بلکه ناشی از کمبود مزدور و ترس از فروپاشی و سقوط سریعتر است. ما اجازه نخواهیم داد که این جانیان خون جوانان ما را بیش از این بر زمین بریزند. ما به آنها فرصت نخواهیم داد. ما به عقب باز نمی‌گردیم. آزادی ایران نزدیک است. خونهای به زمین ریخته شده فرزندان جاویدنام ایران هدایتگر ما به سوی پیروزی است. ما تنها نیستیم. کمک‌های جهانی نیز به زودی میرسد. منتظر پیام‌های بعدی من باشید. ما به زودی ایران عزیز را از جمهوری اسلامی پس خواهیم گرفت و در همه جای ایران جشن آزادی و پیروزی را برپا خواهیم کرد.